по оружию, из которого убивали майдановцев. К сожалению, фактов предоставлено очень мало, поэтому просто поделюсь своими соображениями. Только вчера сообщили, что оружие найдено, оружие, из которого были убиты активисты Майдана. Об этом доложили Порошенко. Ця зброя була використана при вбивствах на Майдані. Значит, все экспертизы уже проведены, и генеральный прокурор подтверждает. Да, проведены. Все правильно. Слідством доказано повністю беззаперечно, що з цієї зброї вбивали майданівців. А Порошенко делает вид, что верит. Да-да, я верю. Це суттєво збільшує доказову базу для притягнення до відповідальності. Это чрезвычайно интересно, потому что для того, чтобы провести экспертизу и полностью доказать то, что вот из этого оружия конкретно убивали майдановцев, необходимо иметь также пули. Ну, хорошо бы иметь пули, потому что иначе как ты докажешь? А вот с пулями тут как раз таки не складуха. Вся страна знает, что с пулями случилось. Что с деревьями простреленными случилось, тоже все в курсе. Вот это как раз таки пули, а выкладывает их доктор клинической больницы скорой помощи. Поки що у нас ніхто куль не вилучав і, скажімо, ми їх не передавали. Якщо буде така необхідність, ми, звичайно, передамо. Никто за пулями даже не обращался. Никого они не интересовали. На основании чего экспертизы проведены. А? Тем не менее, все сделали вид, что поверили. Все оружие, из которого убили майдановцев. Предлагаю теперь рассмотреть фотографии, которые сегодня опубликованы, самого оружия. Конечно же, вас может смутить зелень. Ну, как это так, нашли оружие, а явно по фотографии это лето. Нашли летом, нашли в августе, как они рассказывали. И ничего об этом не сообщили. Вы представляете? Нигде и ничего. Возможно, сразу же подумали, а не из этого ли оружия убивали майдановцев? Так бывает, знаете, шестое чувство включилось у следопытов. И решили ничего не сообщать. Решили начать копать глубже. Ну, а по поводу копать глубже, вот это вот меня как раз таки взволновало. А оружие нашли в водоеме, а также в прибрежной полосе, то есть закопанным. Посмотрите на эту ямку. Собачка порылась или как это? Что это за глубина ямы? Господа. К тому, где нашли оружие, мы еще вернемся. Вот вторая фотография меня тоже заинтересовала. Это показывают, как были спилены номера. Хотя я предполагаю, ну, возможно, что это уже после экспертизы вот так вот выглядит. Спиленный номер. Слишком он чистенький. Ну, не будем докапываться к таким вещам. Возможно, на самом деле уже потом очистили. И вот в таком вот виде он остался. Этот номерок, по которому и выяснили принадлежность данного оружия к Беркуту. А теперь самое интересное, мне кажется, нашли в воде и нашли в прибрежной полосе. То есть люди удаляют номера, потом все это складывают в пакет в один, забрасывают в воду, а в другой пакет складывают и закапывают на глубину 10 сантиметров. Смотрите, вот давайте поговорим с дебилом. Дебил, скажи, куда бы ты спрятал оружие? Я бы взял бы по кусочку и разбросал бы в разных местах. А какая разница? Днепр же есть. Есть куча водоемов. Зачем бы я ложил все в одно место? Я хоть и дебил, но все-таки что-то в голове у меня есть. Скажи, дебил, а разумно ли распиливать его, разрезать на куски, потом складывать в один пакет и закапывать в одном месте? Разумно ли это, дебил? Ну да, конечно. Если бы очень хотел, чтобы это нашли. Чтобы такое сделать, надо, чтобы вообще в голове ничего не было. Там же не 100 единиц оружия. На самом деле, они же его распиливали. Это же трудоемкий процесс. Распилить все на кусочки, затереть номера, потом положить в один кулек и бросить в одно место. А теперь по поводу того, у кого на самом деле могли найти оружие. Я-то, когда услышал эту новость, ехал в машине и услышал. Я подумал, что задержали, знаете, может быть, каких-то представителей какого-то батальона. Потому что я уверен на 200%, что если бы хотели найти оружие, из которого убивали майдановцев, то взяли бы вот этих ребят. А в апреле 2014-го. Це гвинтівки, хлопці, що це таке у вас? Розкажіть. Це у нас труби, музикальні інструменти. Что это у вас, ребята? Это музыкальные инструменты. А вопрос, кстати, им задает Артем Шевченко. Он сейчас пресс-секретарь МВД. Промолчи, попадешь в первачи.
Вот тогда вот все сделали вид, что поверили. Музыкальные инструменты. А теперь где это оружие, никто не знает. Но явно его никто не будет распиливать на куски и зарывать на глубине 10 сантиметров в одном месте. Ну а теперь самое веселое. Это не редкость, такие комментарии под новостью об обнаруженном оружии. Похоже, этой находкой вам крепко яйца прищемило. Съели? Ватаны. Кстати, смотрел пресс-конференцию представителей СБУ, и украинские журналисты не задавали острых вопросов. Все сделали вид, что поверили. Поверили или сделали вид? Потому что поверить в это может только полный идиот. Хотя ладно.